По данным газеты «Коммерсант», весной 2022 года одним из самых продаваемых изданий в России стала книга Виктора Франкла «Сказать жизни да? Психолог в концлагере» с таким вот оптимистичным названием. Ее продажи взлетели на интернет-платформе Альпина, а на Озоне она и вовсе стала лидером продаж. Такая жизнь. Сейчас я нахожусь в Вене, сижу вот тут в парке на родине автора бестселлера этого. В сегодняшнем видео я расскажу, кто такой Виктор Франкл и почему его книга настолько популярна. А главное, поделюсь с вами 3 практическими советами, как в стрессовой обстановке, несмотря ни на что, сказать жизни «да». Давайте начинать. Виктор Франкл родился в 1905 году здесь, в Вене, в еврейской семье. Он изучал медицину в Венском университете, а его специализацией была неврология и психиатрия. До аншлюза Австрии Франкл преуспел в профилактике самоубийств. После прихода нацистов он какое-то время проработал в качестве нейрохирурга, пока его, как еврея, не отправили в концлагерь. С 1942 по 1945 год Виктор Франкл находился в разных лагерях, в том числе и в Аушвице. И там ему пришлось проверить на практике свою теорию стремления к смыслу. Стремление к смыслу, по его мнению, являлось главной движущей силой развития личности. По наблюдениям Виктора Франкла, наибольшие шансы выжить имели не те, кто обладал самым крепким физическим здоровьем, а те, у кого было то, что сам Франкл называл упрямством духа. У самого Франкла за колючей проволокой было 3 источника для упрямства духа. Он мечтал вновь увидеть любимую жену, он как психолог помогал другим узникам, и он представлял себе, как, пройдя через страшный, но уникальный опыт, он в будущем двинет вперед психологию как науку. На обрывках бумаги он тайком делал заметки, записывал свои наблюдения. Все это вместе давало Виктору Франклу духовные силы выживать даже тогда, когда физически он был на грани смерти. Выйдя на свободу и узнав, что его жена погибла, Франкл не сломался и не ожесточился. Он стал автором многих книг по психологии. И самая известная из них – «Сказать жизни да. Психолог в концлагере». Она выросла из тех заметок, которые Франкл делал в лагерных бараках. На протяжении многих десятилетий эта книга была абсолютным бестселлером, выдержавшим десятки переизданий. Виктор Франкл прожил долгую жизнь. При жизни с ним искали встречи великие философы, политические лидеры и даже сам Папа Римский. Умер Франкл в 1997 году в возрасте 92 лет. Но даже после смерти он продолжает помогать миллионам людей по всему миру. Еще до начала Второй мировой войны Виктор Франкл начал разрабатывать свое собственное направление в психотерапии – логотерапию. В ее основе борьба против ощущения бессмысленности жизни. Практику своей терапии Франкл прорабатывал уже в нацистских лагерях, оказывая психологическую помощь товарищам по несчастью. Концлагеря и лагеря смерти были худшим местом на Земле не только из-за голода, холода, грязи, болезней, не только из-за постоянных издевательств, обезличивания и массового уничтожения людей. Главным мучением для узников была бессрочность их пребывания за колючей проволокой. Даже в колонии строгого режима или на каторге у большинства заключенных, за исключением осужденных пожизненно, есть понятная и конкретная цель – отбыть свой фиксированный срок и выйти на свободу. Каждый день наполнен смыслом, ведь сегодня тебе осталось сидеть уже меньше, чем вчера, а завтра еще на 1 день меньше, чем сегодня. В нацистских же лагерях убивали не только дистрофия и тиф, непосильный труд и газовые камеры. Убивало отсутствие конечного срока нахождения в лагере, а следовательно отсутствие цели, зачем продолжать жить. Ради чего продлять собственные страдания, если ты не знаешь, когда они кончатся и кончатся ли вообще? Ответ на эти вопросы дает первый и самый главный совет от Виктора Франкла. Это совет номер 1. Никогда не обесценивайте свое настоящее. Да, жить здесь и сейчас может быть крайне тяжело. Кто-то выбирает жить воспоминаниями о дне вчерашнем, кто-то выбирает и вовсе не жить. Тем не менее, у человека всегда есть его настоящее. И в настоящем, согласно Франклу, всегда есть какой-то смысл. А если кажется, что смысла в нем нет никакого, то нет, смысл все равно есть. Просто необходимо его отыскать. Франкл рекомендует извечный вопрос о смысле жизни развернуть к самому себе. Нужно временно отложить в сторону вопрос, чего я жду от жизни. Когда непонятно даже, что будет завтра, этот безответный вопрос лишь вгоняет в еще большую фрустрацию. Поэтому вместо «чего я жду от жизни» Франкл предлагает спросить,
чего жизнь ждет от меня. Если человек поймет, чего ждет от него жизнь, то осознает свое предназначение. Виктор Франкл считал, что предназначение есть у каждого человека. Сам Франкл, находясь в лагерном бараке, видел свое предназначение в следующем: помогать другим узникам, сохранить свой уникальный лагерный опыт для психологической науки и, наконец, воссоединиться с женой. Из 3 предназначений Франкл смог исполнить 2. К сожалению, ему так и не удалось вновь увидеть жену. Но это от него не зависело. Франкл выживал в системе, которая отнимала у людей индивидуальность, лишала их даже имен, заменяя их лагерным номером. Но внутри этой человеконенавистнической системы Виктор Франкл убеждал солагерников, что каждый человек не только уникален, более того, каждый человек незаменим. Даже не будучи гением в какой-то области, абсолютно любой из нас все равно может что-то такое, чего никогда не сможет кто-то другой. Например, быть родителем своего ребенка или ребенком своих родителей, быть другом своего друга или супругом своего супруга, быть автором текста, который никто другой так не напишет, ну или рисунка, который никто точно так же не нарисует. Каждый человек абсолютно незаменим, поэтому у каждого человека есть свое уникальное предназначение и своя ответственность, и нельзя отказываться от нее, разуверившись в смысле жизни. Такой вот подход Франкла. Быть собой, помогать другим, осознать свою меру ответственности, понять, в чем именно ты незаменим, и определить свои посильные обязанности. Если все это сделать, то поймешь, чего жизнь ждет от тебя, и вернешь ей смысл даже в концлагере. Совет от Виктора Франкла номер 2. Не надо избегать собственных чувств. Да, порой очень соблазнительная идея вытеснить свои негативные переживания и абстрагироваться от них. Заменить душевную боль на глухую апатию. Поэтому Франкл пишет, что в полной мере прожить и прострадать, и выплакать свой негатив – это нравственный труд и настоящее мужество. Согласно Франклу, нужно иметь мужество не отказываться от собственных эмоций, даже когда это эмоции со знаком минус. Можно и нужно делиться своими бедами с окружающими. Они почувствуют, что они такие не одни, и, возможно, тоже поделятся тем, что наболело. Франкл подчеркивает, у человека можно отобрать все, вплоть до нижнего белья и волос, но невозможно отнять у человека его переживания. Это несгораемый капитал, и у него есть своя ценность. Франкл вспоминал, как до войны он завидовал масштабу духовных переживаний у персонажей классической литературы. Поэтому свои чувства в концлагере он воспринимал, как бы странно это ни звучало, в том числе как возможность вознестись до уровня литературных героев. Вот так он писал. Совет номер 3. В своей книге Франкл описывает удивительный случай. В конце дня измотанные и истощенные узники расположились на земляном полу барака. Вдруг в барак вбегает заключенный и требует от своих товарищей, чтобы они немедленно встали и на минуту вышли наружу. Он заявляет, что они не имеют права пропустить настолько красивый закат. И люди с истертыми в кровь ногами, для которых буквально каждый шаг мучения, встают, чтобы посмотреть на этот прекрасный закат. Франкл считает, что способность увидеть красоту, находясь посреди смерти, в грязном и завшивленном нацистском лагере, вот эта способность придавала людям силы оставаться людьми. По мнению Франкла, ни при каких условиях нельзя отгораживаться от прекрасного. Нужно оставаться чутким к красоте, будь то природные пейзажи или музыка. Что интересно, эта же истина проговаривается во всенародно любимом советском фильме «В бой идут одни старики». Помните, все переходящее, даже война, а музыка вечна. В этом видео я специально не пересказывал всю книгу «Сказать жизни да». Обязательно ее прочитайте сами, если интересно, какие стадии проходит человеческая психика в нечеловеческих условиях. Каким образом первоначальный шок перерастает в апатию, как эта апатия убивает, как некоторые узники концлагеря вели борьбу за гуманность и что дальше стало с людьми, которые все-таки дожили до освобождения. В этом видео я вычленил из всего текста 3 конкретных совета: найти свое предназначение, ценить свои чувства и оставаться открытым для прекрасного. Эти советы помогали выжить в настоящем аду, и уж тем более они помогут в повседневной жизни. Завершить я хочу ролик цитатой Виктора Франкла. Она относилась к совсем другим обстоятельствам, но актуальна и сегодня. Даже в ситуации абсолютно подавляющей, как внешне, так и внутренне, возможно сохранить остатки духовной свободы и противопоставить этому давлению свое духовное «я». Не зря эта книга сейчас стала популярной и бестселлером. Она давно на полках, но именно сейчас россияне решили ее активно почитать. Почитайте и вы, я думаю, будет интересно. До завтра.